Получаса на выстрел не будет. Будет несколько минут. Шут. Шут. Да, ну. Шут. Big. Встает. По готовности стрелять. Is that? It's okay. Yes, it's it. Лион – крупный исторический центр в самом сердце Франции. А это местный аэропорт. Но сегодня не просто аэропорт, а точка сбора людей, которым срочно нужны приключения. Должны были с Ильей встретиться, но, как всегда, подстава. Самолет улетел без Ильи, и сегодня все планы сразу же нарушились. Пять часов сейчас будем ждать Илью, пристреляем оружие, посмотрим, как винтовка работает, ну и чтобы быть готовым. Куда поехать во Франции первым делом? Охота охотой, но для начала необходимо оценить местную кухню, которая славится на всю Европу. Ресторан? Restaurant. Да, это ресторан. И еще тут есть отель. Когда я встречаю охотников, то останавливаюсь здесь. Hunter, we come here. I wanted to go today, but Я бы хотел успеть на вечернюю охоту сегодня, но из-за этой задержки мы просто не успеем. Поэтому сегодня никуда не идем. В 5 уже темно. Tournedo Rossini is very good. Турнедо Россини – отличная штука из говядины с трюфелями. Знаете такие черные грибы? Вот туда они их и добавляют. Кухня кухней, а пристрелку никто не отменял. Великолепные пейзажи подождут, пока мужчины сделают дела. Если ты хочешь избавиться от плохого настроения, то нужно как можно больше двигаться. Пожизненное такое движение, выход из каких-то стрессовых ситуаций. For Millau, it's a town more in the south of France. Мийо – это город на юге Франции. Он стоит на реке Тарн. В тех краях очень большая популяция муфлонов. Завтра мы постараемся добыть одного из них. You want to try the trigger first? Yes. This is safe. This fire. Yeah, Yes? fire. Yeah, safe is on front view. Good. Очень хорошо. Второй выстрел ты дернул. А последний тоже отлично. Пули пришли немного выше. Я сделал один клик вниз. I will move one click to go a little bit down. 5 часов пролетели быстро, и теперь вся команда в сборе. Всем привет. Здорово. Солнце стремительно опускалось за горизонт, а значит, предстоял ночной переезд. Это был долгий день. Впереди еще длинная дорога. Ты брал прям рядом, да, стыковочку? 2 часа было, да, даже чуть больше. You said you have tried the rifle a little bit, but... Вы пристреляли винтовку и решили убрать один клик вниз. Да, все верно. Должно прилетать в районе 6 сантиметров, а у нас приходило на 7. So 7 centimeters. So есть я 1 правильно centimeter more. понял. Он говорит, да, должно было быть 6, а пришло на 7. Дорога до лагеря заняла больше 5 часов. Бессонная ночь в отеле. Еще час езды до городка Перла. Отсюда начнутся поиски первого трофея. На этой охоте Филипп любезно предоставил свою винтовку. Так обычно делают, и это в порядке вещей, но чужая винтовка — это всегда дополнительный риск. С такими мыслями Константин отправился на поиски заветного муфлона.
Одна из особенностей охоты во Франции – это выстрелы на короткие расстояния. Здесь не принято стрелять далеко, да и ландшафт не позволит этого сделать. Филипп – профи своего дела и досконально знает местность. На горизонте стали появляться группы животных. Настроение поднималось. Филипп предложил подойти ближе, чтобы разглядеть самцов. Среди множества самок и молодняка чернел трофейный экземпляр. Сейчас он немножко выйдет. Рога только в деревьях. Для корсиканского хороший. Началась наша охота на корсиканского муфлона. Прошли по полям, увидели несколько групп, которые, естественно, ретировались в горы, в буш, в деревья. Мы стали подходить, уже готовились к выстрелу. Неплохой такой 10-летний муфлон. И тут два волка. Естественно, вся группа снялась и убежала. Первая попытка не увенчалась успехом, и пора было переходить к помощи традиций. Илья рисует, мы сразу добываем. Илья не рисует, мы едем далеко. Результат не заставил себя ждать. Вот смотри, давайте я наведу. Big, yeah? Big. 536 метров. Вау! You see? Two. Two, yeah. But one is very big. Красивый зверь. Большой. 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 Let's go! Нашли мы первую группу. Вот такие рога, старые два самца, лежат, греются на солнце. Оттуда перевалили, убежали. Мы сейчас их нашли, на них 500 метров. И они отдыхают, не чувствуют никакой опасности, поэтому сейчас обдумаем план. We go with the car. We stop the car here. Оставим машины здесь и будем подниматься на гору. Нужно было перевалить за холм и выйти к подножию горы, на которой загорали муфлоны. На первый взгляд горы казались невысокими, но местами было довольно круто. Обогнув холм, команда вышла к нужной точке. Деревья скрывали охотников, поэтому муфлоны вели себя спокойно. Оставалось выйти на убойную позицию. Позиция оказалась крайне неудобная. Сошек для винтовки не было, и компенсировать угол пришлось с помощью рюкзака. Прицелиться из такого положения возможно, но только левым глазом. Встает. В готовности стрелять. Ждем. Зверь засуетился. Чтобы повернулся боком. Если уйдет. Старичок решил блеснуть своей красотой и стал позировать. Вдруг за его спиной вырос еще один экземпляр. Самцы почувствовали опасность и в любую секунду могли скрыться в деревьях. Шея чудовищно затекла, но Константин ждал момент, когда осторожный зверь повернется боком. В соседнем Перло зазвенели стекла. Reload. Перезарядить. No.
You filmed Ты also? тоже снимал? Мне кажется, немного ниже, самую малость. Видишь, под него и пришла. Не хватило 10 сантиметров. Дать палку? Нет, спасибо. Не надо? Не надо. You think Mouflon group stay? We see. Other side. Yeah. I don't think they want. I think they are in the time. Он говорит, я не думаю, что они перемахнули хребет. Он говорит, скорее всего, они остались в густых соснах на этой стороне. We will find it. Найдем, не волнуйтесь. Расскажи о самой сложной своей охоте. Какая была самая трудовая, может быть, даже опасная? Если меня спросят, поедешь ли еще раз в Непал, я скажу, нет. В Непал на охоту я не поеду. И ты же, Илья, сам мне говорил о том, что если клиенты хотят поехать в Непал, то ты 10 раз подумаешь об этом. И спать приходилось в палатках при минус 20, умываться при минус 20, восхождения экстремальные, да, то есть мы поднимались почти на 5000, и все там происходит ножками. Я уже не говорю про стрельбу, да, а вот именно что переходы, они очень-очень сложные, и физическая подготовка у человека должна быть на высоком уровне. Я сделал рога пожирнее, постарательнее. Надеюсь, что теперь мы все-таки его найдем. После обеда решили вернуться обратно. Филипп предположил, что животные остались на том же месте. Эту теорию надо было проверить. Во Франции нередко встречаются толпы туристов прямо в районе охоты. Бывает, это даже прям частные угодья, откуда их там гоняют хозяева. Но все равно туристы прутся по своим маршрутам, и ничего с ними не сделаешь. Имеют право. Пытаются сорвать нам охоту. Четвертую часть всей площади Франции занимают леса. Благоприятный климат делает свое дело, и природа щедро делится своей красотой. Несколько часов поисков прошли впустую. Пора было сворачиваться. Завтра продолжим поиски. Вот, немножко планы у нас изменились. Сначала Туркиш нас подвели, да? Теперь камень перед Муфлоном нас подвел. Они особо никуда не двигаются. Я думаю, что мы завтра их здесь и найдем. А следующий вопрос. Ты затронул тему подготовки. Тут подписчик спрашивает, сколько в среднем времени уходит на подготовку к охоте? Ну, тренировка, она складывается у меня из двух моментов. Первое – это снайпинг, это стрельба. И это 3-4 раза в неделю спортивный зал. Да? И обязательно с восхождением, с эскалатором. Это обязательно. Там 15, 20, 30, 40 минут. Когда ты идешь в гору, то нужно упор делать на передние части мышц ног и на икры. Потому что когда ты толкаешься, они очень сильно задействованы. What I want to say is we don't take half an hour. Короче, получаса на выстрел не будет. Будет несколько минут. Утром проводник предложил проверить соседний склон. Звери не должны были уйти далеко. Корсиканский муфлон пуглив и осторожен. Отличный бегун. Один из самых маленьких диких баранов в мире. Зрение и слух отличные, обоняние слабое. Рога растут плотным кольцом и заворачиваются внутрь. Два старых самца кормились на противоположном склоне. Один из них насторожился и смотрел в сторону охотников. Времени на выстрел оставалось в обрез. Я готов. Стреляю. Шот. Левый. Шот. Можно. Окей, he's good. He's dead. Il est mort. Il est mort. He's dead.
это удалось. Хороший самец. Старенький самец. Six, seven, eight. Так, что, положим его? Да. Сегодня искали, нашли группу, смогли подойти на 210 метров и точным выстрелом зверь был добыт. Побегали по горам, ножки болят. Спасибо большое организаторам. Спасибо. Спасибо. Бонжур. Пришло время освежевать зверя. Филипп умело работал ножом, и вскоре муфлон сбросил шкуру. Таксидермия — это не только про трофей. Это большое ремесло по сохранению образцов редких животных. Корсиканский муфлон добыт. В дороге можно перевести дух и набраться сил. Команда отправилась на юго-восток материка. Там их ждали крутые склоны Веркора. Веркор — это горный массив во французских Предальпах. Расположен на юго-востоке Франции. Высшая точка — 2341 метр. Массив включает в себя несколько хребтов и горных плато. На следующее утро температура резко опустилась. Нужно было срочно выпить согревающий французский кофе. Что у вас здесь самое вкусное? Мне нравится сэндвич, вот эти баня, что мы делаем. Мне Сами делаете, да? Да, все здесь и сами. Вскоре появился помощник Филиппа и по совместительству специалист по сернам. День предстоял долгий и напряженный, всю дорогу обсуждали план действий, но как будет на самом деле, никто не знал. Илья всех зверей знает. Его в школе этому учили. Вот. Серна. На лося похоже серна, но нормально. Мне нравится такая серна. Признак хороший большой самец. Take a look. Доехав до места, охотники осмотрелись. Было еще темно, но грациозные силуэты серн виднелись между деревьев. Решили сокращать. Быстрые сборы, и вот уже ботинки сбивают с травы иней. Местность оказалась скалистая. Серны забрались высоко и могли уйти еще выше. Надо было ускориться. Комфортный подъемчик минут на 40. И мы на высоте серн. До них вроде как осталось около 200 метров. Серны — очень осторожные и чуткие звери. В случае опасности забираются в недоступные места и предупреждают сородичей свистом. Наконец подошли на 200 метров. Любой шорох, и можно сказать сернам прощай. Филипп гордо осмотрел винтовку и сказал, что сначала ему нужно убедиться в трофейных качествах животного. Зверь заметил охотников и замер перед рывком. Проводники замешкались. Наконец Филипп дал добро, и Константин выстрелил.
shoot. Good shoot, man. Привет. Good day. Good day. Это мой виски. My friend. После выстрела Серна скатилась, наверное, метров 100-150 вниз. Достаточно опасное ущелье. Мы ее видим, и ребята обдумывают, как ее спускать. Посмотрите, какая местность, посмотрите, какой непростой склон. В общем, нас они даже туда не пропускают, хотя я попробовал бы. Но... Великолепный трофей со склонов Веркора радовал глаз. Предстояла самая сложная охота на шартресскую серну. По дороге климат резко поменялся, и солнечные равнины сменили заснеженные горы. На охоту оставался один вечер, а точнее несколько часов. Горы Шартрез — это горный массив на юго-востоке Франции, простирающийся от города Гренобль на юге до озера Лак-дю-Бюрже на севере. Они также являются частью французских Предальп. Наивысшая точка — гора Шартрез, достигающая высоты около 2100 метров. Именно здесь обитают грациозные шартрезские серны. Дальше все по классике. Быстрые сборы и проверка винтовки. Надо было провести брифинг и выбрать перспективное направление. Не на светлый, а вот на следующий. Не на светлый, а на следующий. Путь был один — наверх. Через час были уже на вершине. Отсюда местность отлично просматривалась. До Серн оставалось полкилометра. Надо было сокращать. Косые солнечные лучи предупреждали о скором закате. Как ухаживать за винтовкой во время такой затяжной охоты? Всегда с собой вожу масло немножко, ёршики, мягкую проволоку с ёршиком, чтобы протягивать. Ну, такой минимальный набор для того, чтобы после охоты, особенно если это связано с дождем, со снегом, винтовку протирать, готовить. Ну и, конечно, ее нужно просушить и перед выходом проверить, как закрывается затвор, как нажимается спуск. Да, заклинившая винтовка на горной охоте — это неприятно, но во время охоты на медведя... Идешь на 9 часов. Видишь? Кормится. Да. И она сейчас сюда. А мы по этой дорожке. Оставался последний рывок. Несмотря на усталость, каждый желал дойти до финала этой трехдневной французской драмы. Серны заметили охотников и ринулись в бегство. Шансы на точное попадание резко сократились. Филипп свистом остановил животное и в последний момент вкрутил поправку в прицел. Серны ушли. Охота была на грани провала. Только ноги и сила духа могли спасти ситуацию. Проводник помчался к другому ущелью. Преодолев несколько километров, охотники вышли к подножью горы. Еще одна группа трофейных особей паслась на склоне. Солнце скрылось за вершиной, и видимость резко упала. В этот раз Филипп не медлил.
трофейная особь была исследована и получила возможность внести весомый вклад в развитие французской охоты. Браво. Это сделано. Счастье. New Year Miracle. Ну что, моя охота во Франции закончилась. Серна добыта. Все, Францию победил, закрыл эту страну для охоты. За 3 дня. Муфлон, Веркорская серна и Шартресская серна. Эта история тоже заканчивается, чтобы дать начало новым. Сначала спасибо этой земле Шартресской. До вылета оставалось полчаса. Филипп жал на газ. Уставшие охотники чудом успели на самолет. Аревуар, Франция. Знаменитый русский горный охотник. А канал называется «Я-Я», «Сильвопле». Уй-уй. Уи. Руку чуть-чуть выше, потому что она из кадра выходит, да? Мы находимся во Франции. Место Шартрес. Нет, Веркор. заново начинаем. Мы находимся во Франции,